Всем привет! Вы на канале Power Device. Сейчас мы поговорим о приложениях, которые можно обновить на телефонах Xiaomi, Redmi и Poco. За последнее время, к сожалению, никакие достойные обновления приложений на Xiaomi не выходили. Иногда бывает, что выходят топовые обновления приложений, которые несут новые функции и добавляют какие-то опции. В последних версиях приложений таких топовых обновлений нет, но все же есть два приложения, которые можно обновить, и они хоть что-то несут. За последние 2 недели я протестировал много приложений, но обновить из них стоит, возможно, это кому-то пригодится, калькулятор и ленту виджетов. В калькуляторе имеется такое совсем небольшое обновление, я его устанавливаю. До этого обновления калькулятор у меня лежал вот здесь, я его мог запускать из этой папки. Теперь после этого обновления, к примеру, в определенной ситуации я по работе посещаю какой-то сайт, узнаю нужную информацию, и мне срочно нужно что-то высчитать. И для того, чтобы мне не сворачивать все эти вкладки, я открываю шторку и запускаю отсюда калькулятор. Быстро что-то высчитываю, делаю шаг назад и возвращаюсь в эту вкладку. Повторюсь, все это делается для удобства, в определенных ситуациях это очень помогает. Как вы уже догадались, именно после обновления этой версии калькулятора вы сможете открыть шторку, нажать «Изменить», продвинуться немного вниз, и вот здесь появится значок, которого ранее не было. Подтверждаем. Теперь вы сможете запускать его отсюда. Также, к слову, стоит отметить, на этом телефоне у меня установлено MIUI 14, он уже не обновляется. Данное обновление калькулятора из HyperOS. Но оно также подходит и на MIUI 14. Ярлык в шторке появляется, но смотрите, когда я делаю короткое нажатие, ничего не происходит, нужно удержать. Удерживаю и открывается калькулятор. Второе обновление – это лента виджетов. Все это глобальные обновления. Если кто-то не знает, что такое лента виджетов и как ее активировать жестом, сделайте щипок, настройки, еще. Жест вниз по рабочему столу. Здесь выбираем поиск приложений. Далее примерно от центра экрана делаем вот такой жест вниз. Во-первых, здесь есть искусственный интеллект. Вот он. Он был раньше в центре, теперь его перенесли сюда. В принципе, если вы пользуетесь Gemini, то этот искусственный интеллект будет для вас бесполезен. Но все равно здесь именно в текстовом формате вы можете задавать вопросы, он с ними хорошо справляется. Вот пример. Лучшие лекарства от кашля. Также сюда добавили камеру, но эта камера была здесь всегда, только сверху, вот она. Это одно и то же. Делаю снимок какого-то предмета. Таким образом вы можете распознавать какие-то объекты и читать к ним описание. К слову говоря, это распознавание также работает через Gemini. Еще в данной ленте виджетов добавили вот такие ярлыки. Они сперва были изначально, потом их убрали, сейчас снова добавили. Чтобы их активировать, нужно нажать 3 точки «Настройки», ставим вот эту галочку. Также рекомендую зайти о поиске и отключить эту галочку «Персонализированные услуги». И еще то, что связано с этой лентой виджетов. Зайдем в расширенные настройки, регион, временно меняем регион на Индонезию, идем на рабочий стол, делаем щипок, заходим в виджеты. И здесь вместе с регионом Индонезия у нас появляются некоторые новые виджеты. Некоторые из них уже давно были, но какие-то добавили. Честно говоря, здесь можно запутаться, какие они добавили, а какие были. Данные обновления, как всегда, скину в свой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на него, подписывайтесь на этот канал. Если вы не знаете, что такое Gemini, я показывал, как его установить. Поищите в моих роликах на канале. Этот искусственный интеллект работает на высоком уровне. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их здесь в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.